1943 год. Японское военное командование поручило компании Mitsubishi улучшить плавающий танк Ками. Чтобы не тратить время на разработку новой машины, а получить максимальную пользу из того, что было, за основу взяли имеющийся на тот момент лучший японский танк Чихе. Новый плавающий танк получил обозначение тип 3 Качи. Ходовую часть и корпус оставили практически без изменений, а возможность ходить по воде реализовали так же, как и на предшественнике, путем установки навесных понтонов танка Ками. С него же и перекочевал кожух над командирской башенкой. Выхлопные трубы нарастили и подняли крыши, чтобы во время передвижения по воде их не заливало. Качи собирался из броневых листов при помощи сварки. Клепка применялась лишь в маловажных участках на крыше корпуса и башни. На плаву щели и погон башни уплотнялись резиновыми прокладками. Понтоны крепились на корпусе зажимами типа клешни краба и сбрасывались после высадки. Своеобразный вид танку придавал объемистый корпус воздухозаборника, возвышающийся над мотором отделением. Обширный верхний лист корпуса шириной во всю машину позволял установить коническую двухместную башню. На Качи в задней части корпуса устанавливался V-образный 12-цилиндровый дизельный двигатель Mitsubishi Тип 97 мощностью 240 лошадиных сил при 2000 оборотах в минуту. Ходовая часть применительно на один борт состояла из 8 сдвоенных опорных катков, сблокированных по 2, 4 поддерживающих роликов, ведущего колеса переднего расположения и одного гребного винта. Вооружение танка состояло из 47 мм пушки Тип 1 в конической башне и двух пулеметов Тип 97 калибром 7,7 мм. Один пулемет был спарен с пушкой, другой установлен в угловом листе корпуса. Стандартная для японских танков установка орудия позволяла качать орудие в пределах 5 градусов без каких-либо поворотов башни. Наводка орудия в вертикальной плоскости осуществлялась наводчиком без каких-либо механизмов при помощи плечевого упора. В 1944 году японцам уже было не до высадок на занятые противником острова. Свои острова нужно было хоть как-то снабжать. Были планы по скрытой доставке танков Качи на осажденные острова средствами подводных лодок-авианосцев типа И-400. Но в итоге это так и осталось в планах, а сам танк в боевых действиях участия так и не принял.